Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать необычный сложный узор для туники. Узор красивый. Начало этого узора 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем это все в кольцо. У нас получилось кольцо из 5 воздушных петель. 3 воздушные петли подъема. Внутрь кольца вяжем 2 столбика с накидом. Это начало первого ряда. После того, как мы связали 2 столбика с накидом, мы вяжем маленькое пико из 3 воздушных петель. 3 воздушные петли, возвращаемся в то место, где соединяются 2 петли, и соединительной петлей вывязываем пико. Далее ведем ниточку вдоль кольца, прячем ее внутрь, провязываем внутрь кольца еще 5 столбиков с накидом. 3, 4, 5. После того, как мы провязали 5 столбиков с накидом, мы вяжем пико. 3 воздушные петли, возвращаемся в то место, где соединяются 2 петли, и соединительной петлей вывязываем пико. Далее мы вывязываем еще одну группу из 5 столбиков с накидом в кольцо. 1, 2, 3, 4, 5. После того, как мы провязали 5 столбиков с накидом, мы вывязываем пико из 3 воздушных петель. Есть. По схеме это у нас получается 3-е пико. После 3-го пико мы вывязываем в кольцо 3 столбика с накидом. 2, 3. На этот момент с кольцом мы закончили. Далее мы набираем 3 воздушные петли. В эту петлю мы будем далее провязывать столбик с двойным накидом. Далее нам надо провязать еще 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ту петельку, которая вот 1, 2, 3, третью петельку я держала, делаем двойной накид на крючок, возвращаемся назад в 3-ю петлю и в нее вывязываем столбик с двойным накидом. Так. Теперь мы набираем 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Держим петельку и набираем еще 5. В ту петлю, которую держали, в первую из 5, соединительной петлей замыкаем кольцо. Набираем 3 воздушные петли. Отсчитываем 3 петли в воздушной цепочке. 1, 2, 3. Соединительной петлей цепляемся. Так. Теперь смотрите, поворачиваем и в кольцо провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2.
Так, пико. В кольцо провязываем еще 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. После того, как мы связали 5 столбиков с накидом в кольцо, мы вывязываем пико. И еще нам надо провязать 3 столбика с накидом в кольцо. 1, 2, 3. Второй элемент мы связали. Выглядит оно вот так изделие. Элементы у нас не болтаются, они привязаны. Далее мы набираем опять 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Делаем двойной накид на крючок, возвращаемся назад. В третью петлю мы вывязываем столбик с двойным накидом. У нас появилось второе вот такое же кольцо, арочка. Далее мы вывязываем 6 воздушных петель. 6. Замечаем эту петельку и набираем еще 5 и замыкаем кольцо. Вот, да? Это у нас третий элемент получается. Теперь мы набираем 3 воздушные петли. Присоединяемся, отступаем 3 петли. В третью мы присоединяемся соединительной петлей. Поворачиваем работу. Провязываем в кольцо 2 столбика с накидом. 1, 2. Вывязываем пико. Первое пико, да. Теперь мы вяжем 5 столбиков с накидом в кольцо. 1, 2, 3, 4, 5. Опять вяжем пико. Теперь провязываем 3 столбика с накидом в кольцо. 1, 2, 3. Вот на этом этапе мы связали первый ряд. Так вот выглядит первый ряд. Мы с вами связали первый ряд. Первый ряд на схеме у нас черный. Смотрите на схему, да? Значит, мы 3 столбика связали, начинаем вязать второй ряд. Второй ряд нам надо провязать в то же кольцо 2 столбика с накидом. 3 плюс 2 получается 5. Мы по кругу. После того, как мы связали 5 столбиков с накидом в кольцо, нам надо связать пико. Есть. Теперь мы провязываем в кольцо еще 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. После того, как мы связали 5 столбиков, нам надо связать пико. Вот, у нас получилось 4 пико по краям. И теперь нам надо довязать, так как у нас здесь в начале было 2 столбика с накидом и 3 воздушные петли, это 3 столбика. Нам сейчас надо довязать внутрь еще 2 столбика с накидом. 1, 2. Мы закончили.
И соединительной петлей в третью петлю подъема мы заканчиваем круг. Закрыли. Первый круг у нас готов. Теперь мы набираем 3 воздушные петли. Переходим к следующему элементу, где у нас был столбик с двойным накидом и 7 воздушных петель. 3 воздушные петли мы набрали. Теперь мы заходим в арочку. Заходим под столбик с двойным накидом. Вот он у нас. И вывязываем элемент. 1 столбик с накидом, 5 воздушных петель. И в эту же арочку еще столбик с накидом. Вот такой элемент у нас получился. Далее мы вяжем 3 воздушные петли. Заходим в кольцо. Но прежде чем зайти в кольцо, нам надо привязаться вот сюда, в третью петлю воздушной цепочки. Соединительной петлей мы привязываем эти 3 воздушные петли, чтобы у нас здесь было все ровно, чтобы ничего у нас здесь не оттопыривалось. Теперь заходим в кольцо, вяжем 2 столбика с накидом. Вот так. Пико из 3 воздушных петель. Вяжем еще внутрь кольца 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас вот эта стеночка. Вот это. После 5 нам надо, мы помним, надо связать пико. Связали. Теперь в это кольцо нам надо провязать последних 2 столбика с накидом. 1, 2. И в третью петлю подъема, вот она у нас, соединительной петлей мы привязываем эти столбики. Закрыли круг. Вот так получается. Теперь повторяем, да, как делали раньше. Набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Заходим в элемент, где у нас был столбик с двойным накидом, в арочку вывязываем 1 столбик с накидом, 5 воздушных петель. И в эту же арочку еще 1 столбик с накидом. Вот такой элемент получается. Далее 3 воздушные петли. Здесь вот у нас 3 воздушные петли. Мы заходим в первую и соединительной петлей все это замыкаем. Запутаться невозможно. Ничего здесь сложного нет. Здесь 3 петли воздушные, здесь 3 воздушные петли. И в конце у нас нам надо сделать нормальный круг с 4 пико. Мы довязываем 2 столбика с накидом в кольцо. 1, 2. Вывязываем пико. 1, 2, 3. Пико. После пико мы еще в кольцо провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. И в третью петлю подъема
провязываем соединительную петлю. Мы с вами связали второй ряд. Вот такая красота получается. Начало третьего ряда. Мы набираем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поворачиваем работу. И в то место, откуда у нас идет воздушная цепочка, провязываем столбик с накидом. 1. Это и есть начало третьего ряда. Набираем 3 воздушные петли. Первый, да, куда мы будем цепляться. Теперь нам надо набрать еще 3 воздушные петли. Мы набрали 6 воздушных петель. Смотрите схему. Теперь держим эту петельку и набираем еще 5. Чтобы не сбиться. 3, 3, 5. Возвращаемся в шестую и соединительной петлей замыкаем кольцо. Теперь набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Отсчитываем третью петлю и соединительной петлей привязываем сюда 3 воздушные петли. Теперь смотрите, вот у нас что получилось. Нам надо повернуть вот так и провязать в кольцо 2 столбика с накидом. 1, 2. Теперь мы вяжем пико из 3 воздушных петель. Пико связали. Теперь вяжем 2 столбика с накидом в кольцо. Третий столбик, смотрите как, вяжем третий столбик в кольцо и вот у нас элемент, заходим в элемент, следующий элемент соединительной петлей мы привязываем этот элемент, большой круглый элемент с пико мы привязываем к воздушным цепочкам, которые у нас между большими. Теперь поворачиваем и продолжаем вязать в кольцо еще 2 столбика с накидом. 1, 2. Теперь мы вяжем пико. 1, 2, 3. И еще в этом ряду, в третьем, мы вяжем еще 3 столбика в кольцо. 2, 3. Вот что у нас получается. У нас получается тут полотно выходит. Смотрите на схему. Мы связали половину круга. Теперь нам далее надо провязать 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Идем дальше. И теперь мы привязываемся, отсчитываем в круглом элементе 1, 2, 3, третий столбик, и в третий столбик в кругу, в кружочке мы вяжем столбик с накидом, 5 воздушных петель, и в эту же точку еще 1 столбик с накидом. Вот что у нас получается.
Далее 3 воздушные петли. Еще плюс 3. Мы помним, да, у нас 3, 3, 5. Теперь держим эту петельку и набираем 5 воздушных петель, которые в свою очередь мы возвращаемся назад, замыкаем в кольцо, вяжем 3 воздушные петли. По этой воздушной цепочке мы отсчитываем 3 петли, заходим в третью соединительной петлей, привязываем воздушную цепочку из 3 воздушных петель. Теперь мы поворачиваем эту работу, вот это колечко. У нас кольцо, вот оно, в левой руке. В кольцо мы вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. После этого мы вяжем пико. Первое пико есть. Теперь мы вяжем 3. Сначала 2 столбика, да, чтобы понимать. А третий мы вывязываем третий столбик, но дальше мы привязываем его вот сюда, где у нас элемент из воздушных цепочек. Мы заходим в арочку и привязываем этот элемент столбиком без накида или соединительной петлей. И возвращаемся назад в кольцо. В свою очередь довязываем 2 столбика с накидом в кольцо. После этого мы вяжем еще одно пико. Связали. У нас получилось уже 4. Нет, пока 2 пико. Теперь в кольцо нам надо провязать еще 3 столбика с накидом. 2, 3. Вытягиваем ниточку и смотрим, что у нас получается. Смотрите. У нас потихонечку образовывается полотно. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Идем в последний круглый элемент. Находим между двумя пико. Третий столбик. 1, 2, 3. В третий столбик мы вывязываем столбик с накидом. 5 воздушных. 3, 4, 5. И в эту же точку еще один столбик с накидом. Вот что у нас получается. Теперь это мы связали третий ряд. Для начала 4-го ряда нам надо связать 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поворачиваем работу. И идем дальше по схеме. Дальше по схеме у нас мы работаем вот с этой арочкой. Заходим в арочку, вывязываем столбик с накидом. 5 воздушных петель. Заходим опять в эту арочку и вывязываем столбик с накидом. У нас получился элемент точно такой же, как был здесь, вот в начале. Далее мы вяжем 3 воздушные петли. Доходим, вот у нас здесь 3 воздушные петли. Мы заходим в первую петлю от элемента. И соединительной петлей привязываем эту воздушную цепочку. Есть, элемент связали. Теперь мы заходим в кольцо, в круглые элементы, вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. После того, смотрите, у нас здесь пико 1, 2, 3, 4, 5. Первые 3 мы связали в 3-м ряду. 2 столбика с накидом мы довязали в 4-м. После 5 столбиков с накидом нам надо связать пико.
1, 2, 3. Мы связали 3 пико. Теперь в кольцо мы вяжем 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5. После того, как мы связали 5 столбиков с накидом, нам надо связать пико. Четыре пико есть. Теперь, согласно схеме, нам надо довязать в кольцо еще 2 столбика с накидом. 1, 2. И в третью петлю подъема мы вяжем соединительную петлю. Замыкаем кольцо. Мы связали элемент. Такой же, как у нас был в первых 2 рядах. После того, как мы связали соединительную петлю, мы вяжем 3 воздушные петли. Заходим в элемент. Вот у нас воздушная цепочка из 5 воздушных петель. Под арочку провязываем столбик с накидом. 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Заходим опять в эту арочку, вывязываем столбик с накидом. 1. Элемент связали. Вот точно такой же воздушный, как было в начале. Вот здесь. 3 воздушные петли. Дошли до следующего элемента. В первую петлю воздушной цепочки предыдущего ряда мы привязываем нашу волшебную воздушную красоту. Привязали. Теперь мы заходим в кольцо и вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. После того, как у нас здесь образовалось 5 столбиков с накидом, мы помним, нам надо связать пико. Есть. Пико есть. Теперь в кольцо мы провязываем 5 столбиков с накидом. 3, 4, 5. Пико. И еще 2 столбика с накидом. 1, 2 в кольцо. И в третью петлю подъема мы вяжем соединительную петлю. Мы замкнули кольцо. Вот что у нас на этот момент получается. Далее мы набираем 3 воздушные петли. Заходим в воздушный элемент. Вот он у нас. И вывязываем столбик с накидом. 1. 5 воздушных петель. И в эту же арочку еще 1 столбик с накидом. Мы связали еще 1 воздушный элемент. Теперь нам надо набрать тройной накидный крючок, вернуться в третью петлю подъема, вот сюда вот, в предыдущем ряду, и связать столбик с тройным накидом. Мы с вами связали 4-й ряд. Начало 5-го ряда. Переворачиваем работу. И теперь смотрите, как по схеме нам надо перейти в серединочку вот сюда вот. 1 соединительная петля, 2, 3, 4. Мы добрались до макушки элемента.
Теперь мы набираем 3 воздушные петли. Плюс еще 2 воздушные петли. Делаем накид на крючок, возвращаемся назад в третью петлю и вывязываем столбик с накидом 1. И у нас тут получилось вот кружочек для элемента, кольцо. Теперь мы набираем 3 воздушные петли. Это есть у нас начало нашего 5-го ряда. Мы заходим в круг, вывязываем 2 столбика с накидом в кольцо. Так, да? Теперь пико. 1, 2, 3 воздушная петля. Возвращаемся назад. И соединительной петлей вывязываем пико. Опять заходим в кольцо и вывязываем 5 столбиков с накидом в кольцо. 2, 3, 4, 5. Вот, половина мы связали. Половина кольца. Это у нас изнанка, да? Теперь вяжем пико. 1, 2, 3. Заходим в кольцо. До цепочки, вот сюда, до, нам надо провязать 2 столбика с накидом. 1, 2. Смотрите, как на схеме. Теперь мы эту воздушную цепочку из 3 воздушных петель пропускаем. И после нее провязываем еще 2 столбика с накидом. 1, 2. Воздушная цепочка из 3 воздушных петель, она нам заменила столбик. 1, 2, 3, 4. Теперь мы вяжем пико. 1, 2, 3. И еще плюс 3 столбика в кольцо. 1, 2, 3. Мы связали половину элемента. Давайте посмотрим, да, у нас получается вот полотно. И согласно схеме мы идем слева направо. Вот он у нас, этот элемент. 2 пико сверху и 1 пико здесь. Теперь мы вяжем 3 воздушные петли. Переходим к элементу круглому. 1, 2, 3. В третий столбик. И в него вяжем столбик с накидом 1. Вот так у нас получается. 5 воздушных петель. И в этот же третий столбик мы вывязываем столбик с накидом. Вот так у нас получается. Далее 3 воздушные петли. 1. Мы помним, да, у нас 3, 3, 5. Еще 3 петли. И держим петельку и набираем 5 воздушных петель. Возвращаемся назад в 6-ю, в 5-ю и закрываем это колечко соединительной петлей. 3 воздушные петли. Отсчитываем 3 петли воздушной цепочки и привязываем соединительной петлей. Вот так. Теперь поворачиваем изделие
И вот в это кольцо, в первое, нам надо провязать 2 столбика с накидом. 1, 2. Вяжем пико. 1, 2, 3. Теперь смотрите, будьте внимательны. Нам надо теперь привязываться к этой воздушной цепочке. Мы вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И вот этим третьим столбиком мы заходим в воздушный элемент и столбиком или соединительной петлей привязываемся. Мы привязали элемент. Теперь возвращаемся обратно в этот элемент и довязываем еще 2 столбика с накидом в кольцо. 1, 2. Пико. И в этом ряду мы довязываем еще 3 столбика с накидом в кольцо. Давайте смотреть, что у нас получается, чтобы мы не сбились. Вот согласно схеме у нас 2 пико, они внизу. Мы привязались вот здесь. И вот они у нас 2 пико. Теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Заходим в круглый элемент и находим третий столбик. В него привязываемся столбиком с накидом. 5 воздушных петель. И в эту же точку еще один столбик с накидом. Мы связали воздушный элемент, такой же, как был вот здесь. Вот они. Далее мы вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Плюс еще 3. И плюс еще 5. 3, 4, 5. Возвращаемся в пятую, в первую пятую соединительным столбиком. Плюс еще 3 петли. Отсчитываем 3 петли назад. Привязываемся соединительной петлей. Поворачиваем работу. В кольцо мы вяжем 2 столбика с накидом. 1, 2. Пико. Плюс 3 столбика. Мы помним, что нам надо привязаться. 1, 2, 3. Находим воздушный элемент. Вот она у нас. Соединительной петлей или столбиком без накида привязываемся. Возвращаемся назад в кольцо и довязываем еще 2 столбика с накидом в кольцо. Теперь мы вяжем пико. И плюс еще 3 столбика в кольцо. 1, 2, 3. Шестой ряд связан. Нет, пятый ряд. Это не шестой, пятый. Поворачиваем работу и продолжаем вязать. Довязываем в кольцо 2 столбика с накидом. На схеме оно получается последний сверху синий ряд. После того, как у нас провязано 5 столбиков с накидом, мы вяжем пико. Есть. Третий пико. Теперь мы вяжем 5 столбиков с накидом. 1 в кольцо. 2, 3, 4, 5.
пико. И теперь здесь мы с этим колечком довязываем еще 2 столбика с накидом. 1, 2. Соединительной петлей в третий столбик, в третью петлю подъема соединительной петлей мы закрываем этот элемент. Вот, смотрите, что получается. Все наши пико на месте. Да? Здесь пико вниз смотрит, здесь пико вниз смотрит и здесь пико. Значит, мы вяжем все правильно. Теперь мы набираем 3 воздушные петли. Заходим в воздушный элемент, вот сюда в арочку, и вывязываем столбик с накидом 1. 5 воздушных петель. Заходим в арочку в эту же и вывязываем столбик с накидом 1. Мы провязали еще один воздушный элемент. 3 воздушные петли. Заходим в третью петлю, вот здесь вот после воздушной цепочки вот этого элемента у нас здесь 3 воздушные петли. Мы входим в третью и соединительной петлей присоединяемся. Далее заходим в кольцо и вывязываем 2 столбика с накидом 1, 2. Вяжем пико. После этого мы провязываем еще 5 столбиков в кольцо. 1, 2, 3, 4, 5. Пико. И до конца мы здесь последние 2 столбика довязываем. 1, 2. И соединительной петлей мы присоединяемся в третью петлю подъема. Закрыли мы этот элемент. Здесь тоже все правильно у нас получается. Вот они пико, все по углам. Нигде мы не ошиблись. Далее мы вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Заходим в воздушный элемент, в арочку, вывязываем столбик с накидом. 5 воздушных петель. В эту же арочку еще один столбик с накидом. 3 воздушные петли. Заходим 1, 2, 3 в третью петлю, соединительной петлей привязываемся. Вот так. Здесь у нас воздушные элементы. Вот. В конце 6-го ряда нам надо зайти в кольцо, довязать 2 столбика с накидом в кольцо. 1, 2. Пико. И довязываем еще 2 столбика с накидом. 1, 2. И соединительной петлей в третью петлю подъема мы замыкаем круг. Мы с вами связали образец согласно схемы. Далее по схеме у нас будет 3-й ряд. Мы набираем 7 воздушных петель и начинаем вязать 3-й ряд. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Описание будет находиться в ссылке под видео. А пока-пока.